Добрый день! Сегодня мы с вами научимся выполнять вот такую интересную модель носочков-следочков с узором драпировка. Саму работу мы начнем с вывязывания пяточки, затем выполним полотно подошвы и после этого свяжем верхнюю часть следочка. Данная моделька рассчитана на размер 38-39. Как выполнить другой размер, я расскажу в процессе вывязывания. Для работы нам потребуется моточек пряжи, спицы, сантиметровая лента, маркеры, ножницы и крючок для обвязки. Приступаем к выполнению. Классическим набором на 2 спицы набираем 27 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Итак, набираем 27 петель. Мы набрали 27 петель и приступаем к выполнению резинки 1 на 1. Кромочную петлю снимаем. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Заканчиваем выполнение первого ряда, провязывая 1 изнаночная и кромочной изнаночной петлей. Работу переворачиваем, и во всех последующих рядах мы будем вязать, как смотрят петли. То есть кромочную мы снимаем, над лицевой петлей выполняем лицевую, над изнаночной изнаночную, над лицевой лицевую, над изнаночной изнаночную. Итак, мы с вами должны провязать ровно 12 рядов. Я продолжила работу и связала ровно резинкой 1 на 1 11 рядов. Сейчас мы работу переворачиваем и в 12 изнаночном ряду выполним драпировку. Для этого кромочную мы снимаем. И теперь вот наши лицевые петли. Отсчитываем вниз 1, 2, 3, 4, 5 петлю. Ее поднимаем на левую спицу и провязываем вместе с основной петлей полотна, лицевой. Следующую петлю провязываем изнаночной. Действие повторяем. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Подхватываем эту петлю, набрасываем на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой. Затем 1 изнаночная. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаем эту петлю и провязываем 2 вместе лицевой и затем 1 изнаночная. По лицевой стороне у нас получается вот такая интересная драпировочка. Так мы вяжем до конца ряда. Вот так объемно смотрится наша драпировочка. И мы продолжаем работу. Дальше мы снова вяжем ряды резинки 1 на 1. Кромочную петлю мы снимаем и вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так мы свяжем до конца ряда. Этот ряд для удобства можно обозначить маркером. Таких рядов необходимо провязать после драпировки 7, а дальше мы вместе продолжим работу. Я провязала 7 рядов. Вот первый ряд кромочную я отметила. Если считать по кромочным 1, 2, 3, вот 7 лицевой. Работу переворачиваем и выполняем ряд драпировки. Точно так же, как и в первый раз. Мы кромочную снимаем и отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 петлю поднимаем и провязываем 2 вместе лицевой. Следующую изнаночной. Снова считаем 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаем 5 петлю и провязываем 2 вместе лицевой.
следующую изнаночной. Раз, два, три, четыре, пять. Поднимаем 2 вместе лицевой и изнаночная. Так выполняем до конца ряда. Нам необходимо дальше продолжить работу и выполнить еще одну драпировочку, то есть провязать 7 рядов, а в 8 выполнить драпировку. После этого провязать 4 ряда резинки 1 на 1. Продолжаем. Я выполнила раппорт драпировки еще один раз и провязала 4 ряда резинкой 1 на 1, как ранее и говорила. Далее мы с вами приступим к формированию пяточки. Для этого выделить нужно центральных 11 петель, я их просто отсчитаю, и мы переходим на выполнение изнаночной глади. Сейчас кромочную снимаю, провязываем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее центральных 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Последнюю 11 петлю вместе с петлей полотна мы провяжем вместе изнаночной петлей. Работу переворачиваем. Сейчас кромочную снимаем. Это первая петля, вторая, третья. Здесь все петли лицевые. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петлю с петлей полотна провязываем вместе лицевой петлей. Работу переворачиваем. Кромочную снимаем. Провязываем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петлю с петлей полотна провязываем вместе изнаночной. Переворачиваем работу, кромочную снимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петлю с петлей полотна в изнаночном ряду мы провязываем вместе лицевой петлей. Вот сейчас у нас начинает формироваться пяточка. И так мы будем выполнять, пока на спицах не останется 11 изнаночных. У меня осталось на спицах 11 петель. Вот у нас сформировалось уже полотно пяточки. И теперь с двух сторон полотна, вот по кромочным, мы будем добирать петли с двух сторон по 10 петель. Набираем с одной стороны вот таким образом. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10. Добрали с одной стороны полотна, работу переворачиваем и будем вязать следующим образом. Кромочную петлю снимаем, провязываем 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 1, 2, 8, 9, 10. Это те петли, которые мы добрали. 11 центральных так и остаются изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И теперь с этой стороны полотна мы также доберем 10 петель. Сейчас я удлиняю эту спицу. И будем добирать по кромочным также 1, 2,
третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10 петля. Добрали, работу переворачиваем, чтобы совпадал рисунок. Вот с этой стороны полотна у нас после кромочной изнаночная, значит вяжем следующим образом. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, 1 лицевая, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель, которые мы добрали. И дальше вяжем наши петли подошвы, это 11 изнаночных, а в изнаночном ряду они лицевые. Провязываем лицевыми. И дальше петли резинки мы провязываем, как смотрят петли. Вот сейчас с двух сторон полотна мы добрали петли, их мы вяжем резинкой 1 на 1. Вот я обозначила первый ряд, чтобы легче было отсчитать до драпировки. Мы также выполним 7 рядов, в 8 драпировочку. Посмотрим, как это выглядит в готовом изделии. Вот те 10 петель с двух сторон, которые мы добрали. Один раз мы выполним узор драпировка. Сейчас мы должны провязать с вами 7 рядов резинки 1 на 1, а также основного полотна. Я провязала ровно 7 рядов. Вот считаем от маркера 1, 2, 3. И сейчас на петлях резинки здесь и с этой стороны полотна мы выполним в изнаночном ряду нашу драпировочку. Точно так же, как и ранее. Кромочную снимаем, изнаночную провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаем 5-ю петлю и провязываем вместе лицевой. Затем 1 изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой, изнаночная. Поднимаем 5-ю петлю, 2 вместе лицевой, изнаночная. И последний раз. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой, изнаночная. Петли резинки мы выполнили, а петли подошвы мы продолжаем вязать без изменения лицевой гладью. И уже на оставшихся петлях резинки мы выполним драпировочку. Я закончила выполнение изнаночного ряда и хочу рассказать, что мы будем выполнять дальше. Вот после этой драпировочки, которую мы только что выполнили, мы будем вязать, чередуя 2 ряда лицевой глади, 2 ряда изнаночной. Вот виден этот рисуночек. И сейчас мы продолжаем работу и будем выполнять 2 ряда лицевой глади. Кромочную петлю мы снимаем, и в лицевом ряду мы провязываем все петли лицевыми. Так мы будем выполнять до конца ряда. Я провязала до конца ряда все петли лицевые, а в изнаночном ряду все петли изнаночные. 2 ряда лицевой глади готово. Теперь 2 ряда изнаночной глади. Кромочную мы снимаем, и сейчас у нас в лицевом ряду все петли изнаночные, а в изнаночном будут все петли лицевые. И такие чередования мы будем выполнять, пока от того места, где мы добирали петли, вот первый ряд обозначен маркером, мы всего не свяжем 28 рядов. Я провязала 28 рядов от того места, где мы добирали петли. И сейчас мы с вами приступим к выполнению носочной части. Для этого будем провязывать ряды с убавлениями и вязать изнаночную гладь.
первое убавление мы сделаем следующим образом. Кромочную снимаем и после кромочной провязываем 2 вместе изнаночные. Дальше мы вяжем ряд до конца и убавление выполним до кромочной в конце ряда. Мы заканчиваем ряд и перед кромочной мы также делаем убавление, провязывая 2 вместе изнаночные и затем кромочной изнаночной. В изнаночном ряду все петли лицевые. В этом ряду мы сделаем такие же убавления, как в предыдущем лицевом. То есть кромочную мы снимаем, после кромочной 2 вместе изнаночные. Затем довяжем ряд до конца и перед кромочной провяжем также 2 вместе изнаночные. Это будет второе убавление по 2 петли. И так мы выполним еще один раз. Сейчас на спицах у нас 25 петель. Мы с вами выполнили по 3 убавления в начале и конце ряда, сократив 6 петель. Дальше будем вязать следующим образом. Кромочную петлю снимаем, далее 2 вместе изнаночные, затем 7 изнаночных. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей, затем 1 изнаночная и снова 2 вместе изнаночной петлей. Далее 7 изнаночных, и остается сделать убавление перед кромочной, 2 вместе изнаночной, кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду все петли лицевые. Провязали изнаночный ряд и теперь снова ряд с убавлениями. Кромочную снимаем, следующие 2 петли вместе изнаночной, затем 5 изнаночных, следующие 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, следующие 2 петли вместе изнаночные, 5 изнаночных, и 2 вместе изнаночной перед кромочной, кромочная также изнаночной. В изнаночном ряду без изменений. В этом ряду будем вязать так: кромочную снимаем, дальше 2 вместе изнаночной, 3 изнаночные, снова 2 вместе изнаночной, затем 1 изнаночная, 2 вместе изнаночные, 3 изнаночные и 2 вместе изнаночной петлей, кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду все петли лицевые. И приступаем к выполнению последнего ряда с убавлениями. Кромочную мы снимаем, дальше 2 вместе изнаночной, затем 1 изнаночная, 2 вместе, 1 изнаночная, 2 вместе, 1 изнаночная, 2 вместе и кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду без изменений. Сейчас на спицах у нас осталось 9 петель, и это петли для верхней части нашего изделия. Давайте посмотрим, что мы будем с вами вязать. Вот сейчас 9 петель, мы провяжем 2 ряда изнаночной, 2 ряда лицевой. Таких чередований мы выполним 7. И после этого перейдем на выполнение нашего узора драпировка. Сейчас провязываем 14 рядов, чередуя 2 ряда изнаночной, 2 ряда лицевой глади. Я провязала 14 рядов, чередуя ряды изнаночной и лицевой глади. И дальше мы переходим на выполнение рядов резинки 1 на 1 и драпировки. Сейчас кромочную снимаю и вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая.
изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная, изнаночная. Работу переворачиваем. В изнаночном ряду мы провязываем, как смотрят петли. Работу переворачиваем. Сейчас предыдущий ряд мы помечаем маркером и вяжем, как вязали ранее. 7 рядов резинки, в 8 выполняем драпировку. И таких повторений нам необходимо будет выполнить 5. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И закончим мы рядами резинки 1 на 1. Мы заканчиваем работу. Я провязала 5 повторений нашего узора драпировка. И после этого выполнила резинкой 1 на 1 еще 4 ряда. Сейчас в изнаночном ряду я работу переворачиваю. Мы петли закрываем и провязывать я их буду лицевыми. Петли мы закрыли. Мы должны оставить длинный хвостик для того, чтобы выполнить обвязку по длине нашей верхней части. Сейчас ниточку обрезаем и промеряем наше полотно. Сейчас мы с вами промеряем длину стелечки до носочной части, вот от пяточки до начала убавлений носочной части. Это 16 сантиметров. То есть от добранных петель с двух сторон полотна мы провязали ровно 28 рядов на размер 38-39. Если же у вас размер меньше, количество рядов у вас будет меньше, а если размер больше, то вы вяжете ровную часть, более длинную, и после этого выполняете убавление для носочной части. Все остальное делайте точно так же, как делали мы в мастер-классе. Для того, чтобы закончить работу, нам необходимо полотно нашей верхней части присоединить к основному полотну. Выполнять присоединение я буду крючком, провязывая ряд столбиков без накида. Берем моточек ниточки, вот таким образом складываем, вот хорошо видно, и приступаем к выполнению. Завожу крючок под кромочную с одной стороны полотна и с другой. Захватываю рабочую ниточку и делаю воздушную петлю подъема. Далее под следующую кромочную с одной стороны полотна хвостик убираем и под следующую кромочную провязываем столбик без накида. Далее то же самое с одной и с другой стороны, столбик без накида, с одной и с другой. Так я провяжу до узора драпировка. Следующий столбик и снова столбик без накида. Теперь у нас узор драпировочка. Вот видно наше увеличение полотна. И мы будем выполнять следующим образом. Здесь мы вводим крючок под следующую кромочную петлю. Здесь под кромочную начало драпировочки. Делаем столбик без накида. Затем в следующую кромочную. Теперь вот 2 кромочных мы пропускаем и присоединяемся уже в следующую, чтобы наш узор так и оставался объемненьким. Получается вот таким образом. Ну и повторим. Получается здесь в каждую кромочную. И вот уже следующая кромочная следующего раппорта. Затем 2 кромочные мы пропустим,
здесь в следующую кромочную, 2 кромочные пропускаем и присоединяемся. Итак, мы с вами выполним присоединение сначала по одной стороне, ну, затем присоединим вторую часть точно так же. Я завершила выполнение обвязки с одной стороны и с другой. Сегодня мы научились вязать вот такие интересные носочки-следочки с объемным узором драпировка. Я желаю вам творческих успехов!